4 июля, постепенно мы дошли до середины лета. Всем привет, это Руслан Навиев. Давайте посмотрим, какие там последние новости с войны. Линия фронта в нынешней войне становится все более размазанной, что ли, все более нечеткой. Принято называть это по-другому. Говорят, что серая зона на этой войне все больше расширяется. И если посмотреть карты сначала проукраинских ресурсов, а потом пророссийских, то бросается в глаза, как сильно они различаются, особенно на отдельных участках фронта. Многие пользователи интернета выходят из этой ситуации довольно-таки просто, говоря: ага, вот этих я поддерживаю, значит их карты 100% верны, а вот эти враги, значит они все врут. Проблема в том, что мы видим все больше видеозаписей с боевыми действиями, которые противоречат позициям обеих сторон. На этой неделе такие кадры тоже были. Например, за прошедшие дни Минобороны России заявила о захвате таких населенных пунктов, как села Богодаровка, Александровка, Писанцы и Новоскелеватые в Днепропетровской области. Все они находятся на трассе Н-15 Запорожье-Донецк, которая очень важна логистически для украинских сил. Но если вы посмотрите, например, на карту украинского мониторингового проекта Deep State, то все они находятся в глубоком украинском тылу. Так же, как и село Лесное в Днепропетровской области и село Ровное в Запорожской области, которые тоже были заявлены как захваченные. Вы скажете, что это просто флаговтыки. И конкретно вот в этих кейсах я с вами полностью соглашусь. Прошмыгнуть в одиночку или вдвоем незамеченными далеко в тылы противника – не такая уж сложная задача. И да, часто это заканчивается пленом или смертью для таких проникающих и инфильтрирующихся. Но если не предпринимать меры к усилению обороны, то такие флаговтыки планомерно перетекают в более основательную серую зону, а в последующем и в зону контроля. Получается, что раз возможны такие проникновения на те территории, которые обозначены как украинские зоны контроля, то такие карты не верны? Не совсем так. Чуть позже поясню подробнее. Сначала покажу и обратные примеры. Появились кадры того, как российские артиллеристы обстреливают украинский опорник в районе села Грушевское Донецкой области Волновахского района. Также отмечается продвижение украинских сил в районе сел Новохадское и Толстой. Все перечисленные села, в свою очередь, на пророссийских картах отмечены как глубокий российский тыл. Так вот, я ранее уже много говорил о том, что разные аналитики по-разному трактуют одни и те же видео, по-разному отображают серую зону. Я считаю, что каноничный способ отображения военных карт больше не работает. По крайней мере, в современной российско-украинской войне. Вы привыкли видеть линии. Неважно, линии контроля, то есть тылов, линии серой зоны, окружения и прочее. Из-за того, что все придерживаются этого старого каноничного формата, возникают споры, обвинения в манипуляции, подтасовке, пропаганде, которая тоже существует, да, но есть более глобальная проблема. Более корректное отображение современной российско-украинской войны можно сделать только через тепловые карты. Для примера вспомните какие-нибудь тепловые карты криминогенности районов крупного города. Если вы работали в такси или курьером, вы можете вспомнить тепловые карты повышенного спроса в отдельных районах. Основная суть, что это отдельные точки разной интенсивности, которые при этом не связаны между собой. Также и в современной российско-украинской войне может бам! И появится российская точка на трассе Н-15. Или украинская в Грушевском. Из-за чего картографам обеих сторон приходится либо не признавать произошедшее, либо рисовать какую-то кишку, коридор от ближайшей линии контроля этой стороны. Хотя этот самый коридор, по которому прошли первые штурмовики, может быть уже недоступен, а следующие могли пройти другим маршрутом. И в итоге потом на картах появляются очень странные паутины из линий, появляются странные как будто бы окружения, хотя это не так. На такой тепловой карте каждая точка должна появляться в том месте, где произошел какой-то флаговтык, какой-то бой, какая-то попытка штурма, выдвижение на технике и так далее. Интенсивность точки должна зависеть от двух факторов. Масштаба события, то есть то ли это один уничтоженный флагоносец, то ли это несколько единиц транспорта, а также продолжительности во времени. Если в этой точке раз за разом происходят все новые боестолкновения, то точка должна становиться интенсивнее. Сами точки не должны быть соединены между собой. Это именно что разрозненные события и действия. Они соединяются и сливаются в один сплошной цвет только уже в глубоких тылах. Я уверен, что такой способ отображения карт военные с обеих сторон не готовы будут принять. Не только потому, что это дико непривычно, а, например, еще и потому, что с такими картами исчезнет и понятие площади захваченной или освобожденной территории, и темпов продвижения. А как же тогда докладывать о своих успехах? Но с другой стороны, именно тепловая карта фронта даст вам гораздо лучшее представление о состоянии позиционной войны. Потому что когда мы потом читаем анализ ситуации в Константиновке, мы постоянно видим заочные споры аналитиков.
Один пишет: а вот Deep State отображает, что российские штурмовики проникают по этому направлению, а на самом деле они проходят по вот таким-то вот улицам. Другой ему отвечает: не-не-не-не, на самом деле они используют вот такую-то улицу, а вот эту не используют. Хотя в действительности и те, и другие, и третьи могут быть правы. Просто в современной позиционной войне не нужно рисовать коридоры, по которым штурмовики прошли до конечной своей точки, где произошел бой или флаговтык. Они все могут двигаться разными перебежками. Если однажды война снова вернется к маневренной фазе, тогда вот снова будут актуальны линии для отображения карты фронта. А в нынешней позиционной войне они только путают и создают почву для манипуляций. И здесь проблема не только в пропаганде. Лично я устал бороться с ветряными мельницами, и если вы хотите верить, что близок перелом в войне, и скоро ВСУ пойдет на прорыв, или может наоборот, хотите верить, что близок коллапс ВСУ и армия России на коне, ради бога, верьте, ваше право. Меня больше волнует военное планирование. Когда ты ведешь войну, тебе очень важно правильно представлять текущую ситуацию, чтобы правильно распределить ресурсы, правильно составить список первоочередных потребностей, а также возможностей давления на разные стороны. Я считаю, что обе стороны вот в этом как раз сильно проседают и неадекватно оценивают свои возможности. Из-за всех новостных заголовков последнего месяца вы продолжаете меня спрашивать о возможной мобилизации, о некой необходимости новых военных побед для Путина, о том, что он недоволен темпом и так далее. Но ведь мы видим, что как украинская сторона верит в то, что они с начала года освободили 600 квадратных километров территории и, возможно, скоро перелом в войне, так и Путин верит, что они захватили X квадратных километров и, возможно, скоро перелом в войне. Так зачем ему тогда проводить мобилизацию? У обеих сторон цифры в докладах для руководства прекрасные и прогнозы сплошь оптимистичные. При этом я согласен, что время сейчас на украинской стороне, то есть все-таки большее преимущество за ВСУ. Не настолько большое преимущество, чтобы прям ожидать перелом на фронте, но если мы смотрим в долгую на несколько лет вперед, то да, у России серьезные проблемы. И самым главным звоночком был первый квартал этого года, когда набор в российскую армию резко упал. 20% падение – это очень серьезно. Вы можете вспомнить, что я тогда еще говорил. Посмотрим, какой будет результат в мае и июне с продвижениями по линии фронта. Май и июнь всегда были самыми важными для изменения фронтовой обстановки. И вот настал июль. Есть подсчеты аналитических проектов о темпах продвижения России. Да, я начал сегодняшнюю сводку с того, что нормальные подсчеты невозможны. Но я предлагаю смотреть не на абсолютные цифры, а на тренды в этих подсчетах. По данным украинского аналитического проекта Deep State, темп продвижения армии России в июне подрос относительно мая. Но все равно он меньше, чем любой другой месяц этого года, кроме мая. Польская аналитическая группа Rohan Consulting совместно с финской группой Blackbird Group представили свой подсчет. У них получилось, что в июне темп российской армии еще больше упал по сравнению с провальным маем. У них даже получились отрицательные цифры продвижения России. Но я настаиваю на том, что не стоит прям сильно акцентироваться на конкретных цифрах. Нулевое и даже немного отрицательное продвижение – это не коллапс и не крушение фронта. Это не является основанием для проведения новой волны мобилизации. Это вам не Харьковская область образца осени 2022 года, когда российские военные действительно бежали с линии фронта. Случится ли такое, что столбики графиков подсчетов темпов отзеркалятся, то есть будут стабильно минусовыми, показывающими стабильное продвижение ВСУ, а не России? Я думаю, что такое вполне возможно, но не в ближайшей перспективе. Условно, допустим, к середине следующего года, думаю, да, вполне возможно. Можно взять чьи-нибудь графики, до того же Deep State, например, с января 2025 года по нынешний момент. И у вас получится такая волна, которая постепенно затухает, достигая нуля. Так вот, я не ожидаю, что после нуля случится какой-то резкий обрыв, и этот график устремится резко вниз, показывая прорыв ВСУ. Нет, я ожидаю, что эта волна будет постепенно с тем же темпом уходить в отрицательные значения. И вот эта вот болтанка около нуля, она тоже будет длинной, показывая то положительные, то отрицательные значения. Также я по-прежнему не вижу заметного влияния именно на фронт ударов по логистике, по сухопутному коридору в Крым. Я не говорю, что этого влияния нет совсем. Уверен, что оно есть. Конечно, на каких-то участках фронта будут чуть реже получать беспилотники, дольше их вести, чуть сложнее будет со снабжением, ротацией. Но принципиальную ситуацию на линии фронта это не меняет. И то, что мы сейчас видим ту самую статистику продвижений, которая около нуля и ниже, это следствие тренда, который идет с прошлого года, а также провала по набору людей в начале этого года. Это не из-за ударов по грузовикам. Отдельно я отмечу и напомню,
что когда вы встречаете новости, что российские силы провели командно-штабные учения с отработкой сценария возможного десанта ВСУ в Крыму, или какие-нибудь европейские страны разрабатывают сценарий ответа на российское вторжение в одну из европейских стран, это вовсе не значит, что шансы такого события выросли. У военных и руководства стран это абсолютно нормальная практика во все времена. Отработать разные возможные сценарии, чтобы в случае чего быть к ним готовыми. Я уверен, что у Дании есть отработанный сценарий на случай военной операции США в Гренландии. Но я нисколько не сомневаюсь, что и в Дании, и в США все считают вероятность таких событий исчезающе маленькой. Пока на фронте все глухо и вялотекуще, в небе все иначе. Воздушная кампания обеих сторон постепенно разрастается. Одно из самых заметных событий в этом контексте – это предположение о применении Украиной баллистических ракет по России. Во вторник появились кадры работы системы противовоздушной обороны в Московской области, которая как будто бы перехватила или пыталась перехватить какой-то объект на большой высоте. Почему я говорю «как будто бы»? Потому что самого объекта на кадрах не видно, что не означает, что его не было. Высота, на которой отработали зенитные ракеты, такая большая, на которой беспилотники обычно не летают. Тем более, что работала система комплексов С-300 или С-400, которая не используется для сбития беспилотников. Так что же это за объект такой мог быть, который перехватывали на такой высоте? Так и появилось предположение, что это был первый пуск украинской баллистической ракеты по России. Возможно, ракета ФП-9. Тем более, что это было очень похоже на кадры перехвата российских баллистических ракет в Украине. Корреспондент Financial Times Крис Миллер запросил комментарий воздушных сил Украины, на что ему был дан ответ, что воздушные силы Украины не располагают информацией о применении Украиной баллистических ракет по России в тот день. Также он обратился за комментарием к компании-разработчику ракеты ФП-9, компании Firepoint. Главный разработчик компании, я так понимаю, имеется в виду Денис Шталлерман, ответил ему, что ракета ФП-9 пока что не применялась. И точно так же Денис Шталлерман отвечает в своем твиттере на вопросы пользователей, а была ли это ракета ФП-9. Что это в итоге было, пока все теряются в догадках. Вполне может быть такое, что представители Украины специально все отрицают, в рамках тактики поведения противника в заблуждение. Может, вообще никакого вражеского объекта в небе не было, какая-нибудь ошибочная идентификация цели, пуск ракеты и дальнейшая команда на ее самоуничтожение, когда поняли ошибку. Короче, пока что гадаем. То, что в какой-то момент ракета ФП-9 точно появится и начнут применяться, я не сомневаюсь. Мой скептицизм всегда касался масштаба производства ракет. Потому что какой бы крутой ракета ни была, толку от нее будет мало, если она будет производиться в очень ограниченном количестве. Постепенно кампания ударов по энергетике перетекает из Крыма в Россию. Точнее, в Крыму она как была, так и продолжается. Командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Броуди постоянно показывает подборки ударов по куче разных энергоподстанций в Крыму. В Белгороде атаковали Мичуринскую ТЭЦ. И, скорее всего, практика распространится как минимум и на другие приграничные регионы России. Кампания украинских ударов по российским НПЗ привела к серьезному топливному кризису по всей России. Напрямую на линию фронта это не влияет, но на экономику – безусловно. К слову, мне на днях пришлось комментировать одну публикацию ИПСОшного канала. Напомню, что ИПСО – это информационно-психологические спецоперации. Это нормальное действие в рамках войны. Я еще год назад писал о том, что существует довольно-таки раскрученный телеграм-канал «Северный канал», который притворяется официальным каналом группировки войск «Север». Он регулярно публикует всякое якобы нытье российских военных, при этом старается угадать в повестку. Вот если сейчас обсуждают слухи про удар по какому-нибудь командному пункту, то они в контексте этого придумывают нытье. А если сейчас на слуху проблема с бензином, то придумывают нытье про нехватку топлива. Так вот, они в своем втором канале, который называется «Северный канал Плюс», опубликовали якобы нытье российских военных о том, что возникли особенно острые проблемы с бензином у 83-й десантно-штурмовой бригады. У парней закончился бензин, а на топливе держится все. Эдакий аккуратный намек, что сейчас все рухнет. Этот канал никогда не бросается в прям совсем оголтелую пропаганду. Они действуют аккуратнее, стараясь подогревать уже существующее настроение. Я не сомневаюсь, что где-то на отдельных участках фронта отдельные подразделения даже сталкивались с таким, что в такой-то момент они остались без бензина. И наверняка можно найти не поддельное, а настоящее подобное нытье. Но что мне не нравится, это то, что многие делают аналитику и выводы на одном только нытье. Это худший вид аналитики, который затягивает вас в информационный пузырь. Тем более, что площадки стараются уже публиковать и подбирать самое эмоциональное, самое яркое нытье.
А если кто-то более спокойно пишет, что да, проблема серьезная, но надо решать, но без эмоций, то это в подборку не попадает. Такие подборки подогревают ваши желания, дают вам ту информацию, которую вам именно хотелось бы слышать. И отсюда уже и рождаются ожидания о скором окончании войны, о переломе, об освобождении Крыма и так далее. Мы тоже читаем все эти жалобные посты, и все это нытье. Но мы никогда не делаем выводы на одном только нытье. Оно должно подтверждаться кучей другого рода фактов. Потому что мы же понимаем, что люди на эмоциях могут сильно перекручивать обстановку и утрировать. Надо все же стараться всю поступающую информацию оценивать критически, задаваться вопросами. Условно, а не может ли это быть просто истерикой уставшего человека, который 2 месяца безвылазно на передовой? А видим ли мы, что на этом участке фронта это отразилось в форме продвижений ВСУ? И так далее. Вернемся к вопросу ударов по НПЗ и топливному кризису. В Украине после начала полномасштабной войны фактически остался только один НПЗ – это Кременчугский НПЗ. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, интересно, а почему Россия не отвечает аналогичными ударами? Потому что некуда бить. Основные потребности в топливе закрываются через импорт бензина и дизеля из других стран. Так что создать топливный кризис в Украине, ударив по всем НПЗ Украины, не получится. Какой же тактике пришла российская сторона? Стараются бить по автозаправочным станциям в прифронтовых и приграничных регионах. В вопросе влияния на военную логистику, на топливный кризис, смысла в этом никакого нет. Это удары от бессилия. Я не знаю, сколько заправок в Украине, но предположу, что по всей стране их тысячи, а может и десятки тысяч. Да, в рамках отдельных мелких населенных пунктов можно уничтожить все заправки. И да, это создаст проблемы местному населению, которому придется ездить в другие места и заправляться там. Но это не повлияет на остальную часть региона. Я уж молчу про страну. И уж точно не повлияет на военных. Ну и, честно говоря, я бы все-таки поостерегся такой тактики ударов по АЗС. Не ровен час украинские силы могут ответить зеркально. И для российской стороны это обернется гораздо плачевнее. Ведь в России у заправок гигантские очереди. Можно посчитать, что условной ответкой являются масштабные воздушные удары по Украине. Но это происходило всегда, и каждое лето такая кампания усиливалась. Вот сейчас мы видим прошедшую крупную атаку по Киеву, где под завалами дома погибло аж 30 человек. России нечем эскалировать дальше, потому что эти меры и так уже применяются. Помимо таких отдельных крупных ракетных ударов, где в одном месте погибают десятки людей в один момент, продолжаются и страшные удары беспилотниками, которыми убиваются целые семьи. Ожидаем, что в очередной раз июнь станет кровавее, чем май. Ну, пока что его считаем. А июль кровавее, чем июнь. Видел статью, что якобы Россия пришла к тактике масштабных ударов раз в 2 недели, чтобы истощить запасы ракет-перехватчиков комплекса «Патриот». Ну, честно говоря, мы эту практику неделя особенно масштабных атак, неделя атак чуть поменьше, наблюдаем уже давно. Погибают мирные люди и с российской стороны тоже. Есть давняя практика ударов по приграничным регионам России, где постоянно гибнут мирные люди. А есть довольно-таки странные примеры, которые мне хотелось бы осветить, тем самым еще и показав сложности нашей работы. В понедельник украинский беспилотник спикировал на жилой частный дом в Подмосковье. В итоге погиб 6-месячный младенец. Его мать осталась без ног, а отец без ступни. На видео беспилотник сначала стабильно летит прямолинейно. Никто по нему не стреляет, а потом он резко пикирует и врезается в жилой дом. Ровно такие же кадры мы привыкли видеть, когда украинские беспилотники атакуют какие-нибудь НПЗ. И здесь люди, заряженные эмоциями, сразу сделают выводы, не пытаясь разобраться. Половина людей скажет: да это все опять российское ПВО. Сказали же вам, не сбивать, сами виноваты. Вторая половина скажет: ну вот, видите, теперь и под Москвой ВСУ бьют по мирным людям, убивая их. Если же откинуть эмоции и попытаться оценить факты критически, то мы видим следующее. Работы систем противовоздушной обороны по этим кадрам не видно. Были ли глушилки и спуфинг GPS, мы не знаем. Но беспилотник никак не виляет, летит стабильно. Обычно при таких видео мы приходим к выводу о целенаправленном ударе по жилому дому, что именно он был целью атаки. Здесь же мы такую версию не исключаем полностью, но считаем ее маловероятной. Вы скажете, что это двойные стандарты. А я скажу нет, и объясню почему. Когда мы оцениваем подобные события, мы учитываем также и сложившуюся практику за 4 с лишним года полномасштабной войны и за 2 с лишним года наших сводок по обстрелам, в которых мы разбираем и изучаем каждый удар обеих сторон. В приграничных регионах России, а также на оккупированных территориях Украины, да, мы давно видим практику направленных ударов по гражданским. А вот такое, чтобы украинские силы били дальнобойными беспилотниками по гражданским очень далеко в тылу, вот такого мы еще не встречали.
Конечно, если такой случай будет повторяться вновь и вновь, вот тогда наше мнение поменяется, и мы прямо об этом напишем. В случае же российской стороны мы не раз отмечали, как бесплатники один за другим прилетали в один и тот же жилой дом. И таких случаев много, они регулярные, что говорит о целенаправленной кампании ударов по гражданским. Что же было в случае под Москвой? Возможно, все-таки глушилки, возможно, какая-то техническая неисправность. Увы, других подробностей у нас нет. И такие вот новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами в следующие выходные. До встречи и пока.